Всем привет! Сегодня тема моего видео — это сверчки в салоне автомобиля Lada Vesta. Ну, это будет видео интересно для тем, кто захотел приобрести данный автомобиль. Сразу скажу, что эти сверчки, они особо там не докучают, и в принципе говорить о том, что они сильные, ну, так говорить нельзя. Вот. Но, тем не менее, если вы щепетильны к звуку, хотите, чтобы у вас все было тихо, то нужно обратить на это внимание. Вот. Я, конечно, не буду сейчас уже салон разбирать и показывать, что конкретно я здесь уже проклеивал, но просто укажу. Я думаю, тут несложно все это сделать. Тем более, многие моменты уже именно по разбору каких-то деталей Lada Vesta уже рассматривались на YouTube. Вот. Ну, первое — это панель приборов. То есть, ну, особенно зимой, то есть она немножко начинает потрескивать. В принципе, я вот перед зимним периодом это сделал. То есть ее нужно обязательно проклеить, и поэтому тишина потом. Дальше это бардачок. Вот. Его вам тоже нужно будет обязательно разобрать, потому как есть там на самом деле чему греметь. Вот, и на гребенке, то есть он тоже издает характерные звуки. То есть, ну, касаемо дефлекторов, со мной это не случилось, хотя я знаю, там многие блогеры и просто пользователи в интернете отписывают, что там что-то бывает, но у меня такого не было. Дальше по салону, что нужно сказать. Также вот эти вот накладки тоже бывают, у кого-то гремят, у кого-то скрипят. Вот эта ручка, ну, у меня с ней все нормально, я даже сюда не лазил. Дальше по салону. Открою, покажу. Так, если говорить дальше по салону, то откинув заднее сиденье, здесь нужно вот эту вот вещь промазать. Также здесь вот пробрызгать. Потому как на неровностях я тоже ездил, думал, что ж там гремит-то. Но вот на самом деле вот здесь издает звук. Там, ну, не знаю, там может быть как-то замаслилось. То есть я, в общем, ВДшкой пробрызгал, все стало отлично. Вот. Каких-то проблем по полке нету. Вот. По задним сиденьям тоже. Вот, ну, в принципе, все. Хотел сказать, что проклеив эти моменты, то есть у вас не будет скрипа в автомобиле Lada Vesta. Но, в принципе, он не такой сильный. Нельзя сказать, что там все гремит. Вот, и там многие любят сравнивать, да вот, там на Solaris, на других автомобилях, на Polo ничего не гремит. На самом деле такого не бывает. Я, допустим, на многих автомобилях ездил и сам непосредственно за рулем, и такие моменты присутствуют. Вот. Ну, на самом деле, вот на все про все у меня, наверное, ушло часа 2. Вот, и купил я там антискрип там на рублей около 500, даже меньше, у меня там еще полно его осталось. После этого панель приборов, то есть тишина, сзади тоже вообще ни стуков, ни скрипов никаких нету. Поэтому, если хотите покупать этот автомобиль, и если вы относитесь щепетильно к звукам внутри автомобиля, непосредственно в салоне, то советую вам это сделать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.